Здравствуйте, друзья! Вот и пришло время новой тренировки после праздничной жиросжигающей. После праздников главное, что не стоит делать, это пытаться быстро восстановить силовые показатели. Главная цель – сжечь нежелательные калории и привести тело в рабочие кондиции. Для этого нам понадобится интенсивная тренировка с умеренными рабочими весами, минимально возможными промежутками отдыха и идеальной техникой выполнения упражнений. Будем использовать энергозатратные упражнения, чередуя тяговые, жимовые на нижнюю часть тела и на верхнюю. И начинаем сегодняшний небольшой, в кавычках, мега-сет, естественно, с гиперэкстензией. Выполняем очень плавно, медленно, хорошо дышим, разминаем нижнюю часть спины. Продолжает наш мега-сет тяга, наклоны с гантелями. Естественно, нам нужен свободный вес. Упражнение очень энергоемкое, энергозатратное, но напоминаю, вес выбираем такой, чтобы вы качественно могли сделать 10-12 повторений. В верхней точке пытаемся раскрыть лопаточки, тянемся медленно. Кому удобно, подсаживаемся больше в нижней точке на ягодичные. Андрей, покажи. Еще разочек. Ягодичные подключаем. Заднюю поверхность бедра и обязательно верхний массив спины. И, как я уже озвучил ранее, после того, как мы выполнили тяговые упражнения, продолжаем наш мегасет жимовым упражнением. Жим штанги стоя. Слегка пружиним коленками, снимаем тем самым нагрузку с поясничного отдела и мощно прорабатываем жимовые мышцы. Дельту, трицепс, слегка помогая себе чуть-чуть ногами для мягкости хода. Также выполняем от 10 до 15 повторений. После того, как мы подгрузили жимовые мышцы, мы опять задействуем тяговые мышцы. И выполняем классическую вертикальную тягу. Тут также возможны вариации. Вы можете использовать грузоблочный тренажер, можете использовать тренажер на свободном весе. Главное, вам должно быть удобно, вы должны чувствовать те мышцы, которые должны задействоваться в работе, а именно широчайшие, задняя дельта, бицепс слегка. И не забываем хорошо дышать. Это упражнение позволяет вам хорошо продышаться. После того, как мы прогрузили плечи, поясницу и широчайшие, естественно, переходим к ногам. Самое энергозатратное упражнение – это приседание. С небольшим весом, но на достаточное количество раз. Естественно, можно делать приседания со штангой. Далее покажу вариацию. Можно делать приседания с гантелями. А кому после праздников тяжело, естественно, можно выполнить жим ногами лежа. Выбираем то, что вам удобно. Выбираем рабочий податливый вес. Делаем очень плавно, от 10 до 15 повторений. Итак, у нас были прокачаны плечи, у нас был прокачан трицепс. После того, как мы сделали ноги, у нас ноги уставшие, поясница также подустала после предыдущих упражнений. И самое время качнуть грудь. Здесь также у нас продолжит работать плечо и трицепс. Мы выполняем жим гантели лежа. Или же, кому тяжело после предыдущих упражнений, делаем жим в тренажере. Выполняем от 10 до 15 повторений с соответствующим весом. Итак, после того, как мы прогрузили спину и в жиме, и в приседаниях, прогрузили грудь, то есть практически всю тренировку сделали, теперь, естественно, надо задействовать мышцы брюшного пресса и также потянуть спину. Для этого мы сделаем самое безопасное, на наш взгляд, упражнение – подъем ног в висе и с переходом в небольшую, недолгостоящую планочку. Выполнив 10-15 повторений, заранее приготовленный коврик. Раз, два, три. Встали. Можно включить таймер и засекать время. Здесь, как мы показывали в более ранних выпусках, возможны вариации. Можно постоять на согнутых руках. Можно перейти на ровные руки. Можно сделать акцент на серединку груди, на трицепс. Можно сделать акцент на наружную часть груди. И после того, как вы выбрали свои варианты,
постояли статически, полирнули, так сказать, пресс. Выходим медленно с растяжкой поясничного отдела. И напоследок нашей тренировки мы оставили самое кайфовое по опросам наших зрителей упражнение пуловер. Именно делаем его в нашей любимой вариации, полностью легшись удобненько на скамеечку, прижав спину уставшую. И теперь нам после всей тяжелой тренировки осталось просто подышать и потянуть межреберные, грудные и широчайшие. И еще разок. Друзья, подытожим проделанную работу. Таких кругов, как я вам еще не говорил, надо сделать 5. Почему именно 5? Первый всегда идет, так сказать, подготовительный. Вы приспосабливаетесь к рабочим весам, которым будете работать. Выбираете набор упражнений необходимых, которые вам больше или меньше заходит. И потом выполняем 4 рабочих, которые именно дадут тот эффект, который позволит вам спалить оливьешку, которую вы переели на Новый год, надеемся. В общем, избавиться от всего ненужного и привести свое тело в хороший тонус. Уверен, вам эта программка зайдет, как и нам заходит, и нашим подопечным. А мы были, как всегда, с вами в клубе Orange, в этом прекрасном заведении. Андрей, я, Дмитрий, канал Masters of Body желает вам новых успехов в этом году, новых достижений и прощается до новых встреч. В год дракона!